20. Да, все правильно, нигде не ошиблась. И еще один момент. В следующем ряду я хочу выполнить отверстие для пуговицы. Мне не принципиально, где должны быть пуговицы, для мальчика, для девочки. Я выполню в этом ряду, в начале ряда, вот на этой планочке. Это получается у меня левая планочка. Вот. Буду выполнять следующим образом. Первую петлю снимаю, затем провязываю лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли провяжу вместе лицевой за заднюю стеночку, сделаю накид и снова вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, друзья, я буду вязать вниз на длину регланной линии 12 сантиметров, выполняя прибавки у регланных линий в каждом лицевом ряду, а в каждом изнаночном ряду буду просто провязывать петли без прибавок, изнаночные петли. В лицевом ряду необходимо будет встраивать прибавленные петли у регланных линий в узор. Раппорт узора 4 лицевые, 1 изнаночная. Длина регланной линии имеется в виду длина регланной линии по переду, то есть вот с этой стороны. Не спинка, так как здесь у нас увеличилась длина за счет ростка, а именно вот по передней части. Либо здесь, либо вот с этой стороны. Итак, я вывязала кокетку. Вот так это выглядит сейчас. Это спинка, вот рукава и перед. Хочу сразу же обратить ваше внимание, что я немножечко здесь изменила узор. Я одну петлю от планки, от 9 петель планки, я забрала и сделала ее, стала провязывать ее изнаночной и в лицевом, и в изнаночном ряду, чтобы отделить петли планки от основного полотна. Мне показалось, что так будет симпатичнее. Вот так это выглядит. Сделала также я отверстие для пуговицы. Второе. Сделала я его в 22 ряду от предыдущего отверстия. Вот оно здесь. Всего высота моей кокетки составила 23 ряда. По петлям у меня спинка 50 петель, рукава по 44 петли, полочки по 25 петель и 9 петель планки. Ну, то есть кромочная и 8 петель планки. Я эту петлю также продолжаю относить к планке, просто вот для красоты вот ее так решила провязывать. А то как-то тут оно сливалось, мне не понравилось. Теперь в следующем 24 ряду я буду отделять петли рукава, переносить их на дополнительную ниточку и вязать уже отдельно петли переда и спинки. Немножко расскажу вам про расчеты. Для дальнейшего вязания мне понадобится обхват груди, такой размер, и обхват бедер. У меня это 50 сантиметров обхват груди, обхват бедер 54 сантиметра. Также обхват ручки я взяла для того, чтобы проконтролировать, как у меня получается, какой размер. Обхват руки 21 сантиметр составляет. Смотрите, спинка у меня 50 петель. Плотность нашего вязания 2 петли в сантиметре. Чтобы получить ширину спины, мне необходимо обхват груди разделить на 2. Получается 25 сантиметров. Чтобы вычислить количество петель в 25 сантиметрах, мне необходимо умножить на плотность вязания. Получается у меня 50 петель должно быть для моей ширины спины. В принципе, у меня 50 петель и получилось. Но обхват бедер составляет 54 сантиметра, поэтому я должна еще добавить петли для того, чтобы у меня по обхвату бедер соответствовало моему размеру. Итак, обхват бедер разделить на 2 получается 27 сантиметров. Умножить на плотность моего вязания на 2 петли в сантиметре получается 54 петли. У меня уже 50 петель на спинке есть. Также я к этим 50 петлям спинки добавлю петли вот регланных линий именно к спинке и к переду. Получается уже 52 петли. А мне нужно 54 петли. Поэтому в подрезах я наберу по 2 петли.
Но так как у меня есть рисунок, у него раппорт узора определенный, поэтому, чтобы вписать мои петли в рисунок, мне нужно будет набрать в подрезах 5 петель. Так что приступаем. Напомню, что после первого отверстия для пуговицы я провязала 22 ряда, сделала второе отверстие для пуговицы, провязала изнаночный ряд 23 и сейчас вяжу 24 ряд. В этом ряду я буду отделять петли рукава на дополнительную ниточку. Я приготовила дополнительную ниточку, вдела ее в иголочку и теперь вяжу петли полочки, соблюдая рисунок. Планку вяжу лицевая изнаночная, ну а полочку вяжу по рисунку. И дохожу до регланной линии. Я, к сожалению, убрала маркер, но думаю, ее видно. Вот она, регланная линия. Вот я вяжу все эти петли до регланной линии. Так, смотрите, здесь у меня вот изнаночная, 4 лицевых, изнаночная. И получается, что петлю регланной линии я также провяжу лицевой, для того, чтобы продолжить раппорт узора. Дальше у меня петли рукава. Беру иглу. И с помощью иглы просто переношу их на рабочую нить. Вот таким образом. Итак, я пересняла петли на ниточку. Теперь обязательно нужно завязать узелочек. Ниточку я оставила побольше, чтобы была возможность примерить. Видите, она не стесняет движения. Так, и теперь нужно набрать 5 петель для подреза. Набирать буду вот так, складывая ниточку, формируя петлю и набрасывая ее на спицу. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь смотрим дальше. Так, здесь у меня идут 3 лицевые, изнаночные. Так и продолжаю вязать. 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. И дальше, это уже петли спины, дальше вяжу их по узору. Смотрите, получается здесь у меня изнаночная, 1, 2, 3, 4 лицевые, изнаночная, 1, 2, 3, 4 лицевые, изнаночная. Все, узор у меня сошелся, все у меня совпадает. Провязываю петли спинки до следующего маркера рукава. Так, я довязала до следующей регланной линии. Здесь у меня уже, смотрите, 1 изнаночная, 2 лицевые и петлю регланной линии я также провязываю лицевой. Это как раз входит в мой узор, соответствует моему узору. Снова беру нитку с иглой и переснимаю эти петли рукава на ниточку. Так, петли я пересняла. Снова набираю 5 петель на месте подрезов. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрю, что у меня здесь по рисунку. Изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, лицевая. Я так и вяжу лицевая. И следующая петелька изнаночная. И все, дальше у меня уже раппорт узора идет. Вяжу по узору. И так до конца ряда. В изнаночном ряду вяжу все петли изнаночные, а петли подреза также провязываю изнаночные в соответствии с раппортом узора, а уже в лицевом ряду буду провязывать их, вписывая в раппорт узора. Вот смотрите, в лицевом ряду вы будете вязать 4 лицевых изнаночная, потом 4 лицевых изнаночная, и дальше у вас идет уже по узору. Еще такой момент. Если для вас это слишком много, 5 петель, да, все-таки это добавится целых 2 сантиметра к обхвату, ну, к ширине нашего изделия, то можно набрать все-таки 2 петли, как и по расчетам и положено. Только здесь у вас будет идти 6 петель между изнаночными, 6 лицевых. И это нужно будет контролировать всегда. Поэтому смотрите сами, как вам больше подходит.
Также отверстие для пуговицы. Вот я сделала, да, на 22 ряду от предыдущего. Точно так же и здесь вы провяжете 21 ряд и в 22 ряду сделаете отверстие для пуговицы третье и точно так же и четвертое. 21 ряд провязываете и в 22 делаете отверстие для пуговицы. Итак, я вывязала полностью тело комбинезона. По сантиметрам это составляет по планке 27 сантиметров. От плеча до низа изделия на данный момент, ну, почти 30, около 30 сантиметров. 29,5 даже. По рядам, значит, у меня расстояние между петельками 21 ряд. То есть я провязываю 21 ряд, в 22 ряду делаю следующую петельку. Вот у меня одна петелька, через 21 ряд вторая, еще через 21 ряд третья, еще через 21 ряд четвертая. И здесь я провязала 2, 4, 6, 8, 10, 12 рядов. Сейчас я нахожусь, вот я провязала лицевой ряд, и теперь я буду соединять планочки. После того, как я соединю планочки, то у меня вязание пойдет по кругу. И чтобы мне вязать на одной паре спиц, мне нужно сформировать вытянутую петлю вот с одного бока моего изделия возле маркера и с другой стороны от моего изделия. Когда вы так сделаете, вы сможете вязать двумя спицами по кругу. Теперь я, видите, провязала полностью лицевой ряд, поэтому я распущу петли планки и перенесу их еще на одну дополнительную спицу. Спица должна быть того же размера, что и для основного полотна, то есть 4,5. Я перенесла 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девятую петлю я решила оставить. И теперь необходимо провязать по 2 вместе петли одной планки и другой планки. Необходимо также следить, чтобы планка с пуговицей, с отверстиями для пуговиц находилась у вас поверх планки, на которую вы будете пришивать пуговицы. У меня вот на этой планке отверстия для пуговиц. Вот они. Поэтому вот она у меня находится сверху. Итак, петельки разместили. И теперь по 2 петли вместе провязываю по рисунку. Здесь у меня была изнаночная. Вот следующую петлю я должна провязать лицевой. Вот так переснимаю и провязываю 2 вместе лицевой. Дальше тоже необходимо, кстати, петли разворачивать, чтобы они у вас не были перекручены. То есть вы следите, как у вас петля находится на спице, и разворачивайте ее в случае необходимости. 2, 3, 4, 5. И здесь у меня остается еще 4 петли. Получается, что мне не хватает изнаночной в этом месте. Я не буду ее добавлять, просто провяжу дальше петли лицевыми по 2 вместе. Еще 4 петли. 1, 2, 3 и 4. Просто дальше здесь будет вывязываться ластовица, она будет вывязываться лицевыми петлями, и я думаю, что не стоит здесь ничего усложнять. Итак, также необходимо повесить маркер, что теперь начало ряда у вас находится вот здесь, вот перед планкой. И дальше вяжем по кругу
соблюдая рисунок, 4 ряда. Еще один момент в провязывании узора. Так как дальше я вяжу по кругу и у меня уже нет изнаночных рядов, то вот эту вот изнаночную петлю, да, между 4 лицевыми необходимо чередовать. Для начала провязывать ее поочередно лицевая и изнаночная. Вот в данном ряду я вот вяжу 4 лицевые, и дальше у меня идет вот эта вот петля, да. Она у меня провязана изнаночной, поэтому я ее сейчас провязываю лицевой. А в следующем ряду, когда я вернусь, я уже буду провязывать ее изнаночной. Видите? И так буду чередовать. Когда вы закончили вывязывать петли на одной спице, то вы разворачиваете вязание, вытаскиваете дальнюю от себя спицу, а ближнюю проталкиваете в вязание. И снова у вас формируется петля. И дальше продолжаете вязать уже петли на этой спице. Вот видите, то есть раппорт узора получается: в одном ряду все петли лицевые, а во втором ряду 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная. И так они повторяются, эти два ряда. Один ряд все петли лицевые, второй ряд 4 лицевые, 1 изнаночная. Я провязала 4 ряда после соединения. То есть вот ряд, в котором я соединилась, это был первый ряд, и еще 3 ряда. Вот так это выглядит сейчас. Что же дальше? Дальше я отметила, ну, во-первых, поставила маркер начала ряда у начала планки, да, и также отметила центр переда, это середина моей планки, 4 петли после начала ряда, и вот 4 петли, видите, здесь. Это маркер центра. Я пересчитала все свои петли. У меня на спицах 124 петли. Поэтому я от центра, вот от этого маркера, отметила, отсчитала 31 петлю, поставила маркер, это боковина. И также в эту сторону 31 петлю. Вот вторая боковинка. И оставшиеся 62 петли я также разделила пополам и повесила маркер центра спинки. Для чего это нужно? Дальше я буду выполнять ластовицу. Она будет идти по центру переда и по центру спинки. Поэтому мне необходимо выяснить, где у меня центр переда и центр спинки. Друзья, небольшой технический момент. Как я распределила петли, расставила маркеры, я вам рассказала. Далее расчет ластовицы у меня. Такой я произвела. Значит, высота моей ластовицы будет 4 сантиметра. Умножаю я 4 сантиметра на плотность моего вязания в рядах. Получается, что она составит 13,2 ряда. Ширина ластовицы 4 сантиметра. Я умножаю на плотность по петлям, и это 8 петель. То есть я за 13 рядов должна прибавить 8 петель. Прибавки я буду выполнять с обеих сторон от центра. То есть всего я прибавлю с каждой стороны за один раз по 2 петли, а всего прибавлю 4 петли. 13 не очень хорошо делится, да? Но вот 12 рядов хорошо делится на 4. Получается, что я должна сделать 4 раза прибавки через 3 ряда. Я приблизительно вот расписала, как я буду делать. То есть я прибавлю 2 петли сразу же в первом ряду. Затем 2 ряда провяжу без прибавлений. В 4 ряду снова сделаю прибавку. 2 ряда без прибавлений. В 7 ряду прибавку. 2 ряда без прибавлений. В 10 ряду сделаю прибавку. И затем провяжу еще 3 ряда без прибавлений. Вот это получится у меня ластовица. Я приступаю к вывязыванию ластовицы. Счет всех рядов я обнуляю. И теперь у меня просто первый ряд вывязывания ластовицы. Я довязала до начала ряда, вот маркер начала ряда, а вот маркер центра переда. Я провяжу 2 лицевые, а 2 лицевые до маркера центра переда я не довяжу. Вот у меня осталось 2 лицевые до маркера центра переда. Перед ними я делаю накид, провязываю 2 лицевые, перебрасываю маркер, снова 2 лицевые и делаю снова накид. Дальше вяжу, соблюдая рисунок. На данный момент у меня все петли лицевые по моему рисунку. Напомню, что я вяжу
один ряд все петли лицевые, а в следующем ряду вяжу 4 лицевые, 1 изнаночная. Эти ряды постоянно чередуются. И так я буду вязать, пока не дойду до маркера центра спинки, не довязав 2 петли до этого маркера. Не довязала я 2 петли до маркера центра спины, и здесь поступаю так же, как и впереди. Делаю накид, провязываю 2 петли лицевые, переснимаю маркер центра спины, снова провязываю 2 лицевые и делаю накид. И далее вяжу по рисунку все петли лицевые до конца ряда. Первый ряд я довязала. Теперь второй ряд вяжем просто без изменений. Вот маркер начала ряда. И дальше я вяжу лицевые петли. Накид, который я сделала для ластовицы, да, я для этого разворачиваю вот так его левой стороной к себе. И подхватывая за переднюю стенку, провязываю лицевой с наклоном вправо. Дальше 2 петли до центра маркера, до центра спинки провязываю лицевыми, перебрасываю маркер. Снова 2 петли провязываю лицевыми. И здесь нужно провязать накид, чтобы он лежал с наклоном влево, лицевой, чтобы лицевая лежала с наклоном влево от центральных петель. Здесь я ничего не меняю, просто за заднюю стеночку подхватываю и провязываю лицевой с наклоном влево. Дальше вяжу петли по рисунку. 2 лицевые, 1 изнаночная. Теперь у меня 4 лицевые, 1 изнаночная. Вот. И так до конца ряда. Накиды у центральных петель спинки провязать точно так же, как и по переду. Вот я дошла до накидов на центре спины. Покажу еще раз, как я это делаю, как я их провязываю. Значит, здесь у меня по рисунку изнаночная, и вот накид. Мне нужно провязать его лицевой с наклоном вправо. Для этого я вот так петлю разворачиваю левой стенкой к себе. И за переднюю стеночку, вот чтобы она была впереди. И за переднюю стеночку подхватываю, провязываю лицевой с наклоном вправо. Теперь провязываю центральные 4 петли. 2 и еще 2. И снова у меня накид, его надо провязать лицевой с наклоном влево. Провязываю за заднюю стеночку лицевой с наклоном влево. И дальше по рисунку. Это второй ряд. А третий ряд я вяжу без всяких изменений. Здесь уже не будет никаких накидов. Просто вяжу все петли лицевые в третьем ряду ластовицы. Третий ряд я провязала, теперь четвертый ряд. Здесь снова нужно будет сделать накиды. Снова не довязываем 2 петли до центра переда, до маркера центра переда. Делаю накид, провязываю 2 лицевые, переснимаю маркер, провязываю снова 2 лицевые и снова делаю накид. И далее вяжу по рисунку. Здесь у меня 4 лицевые, 1 изнаночная. Так, и так буду вязать до маркера центра спины. До маркера центра спины также я не довязываю 2 петли, делаю накид, провязываю 2 лицевые, маркер, 2 лицевые, снова делаю накид, и здесь уже у меня, видите, одна есть добавленная, а дальше я вяжу по рисунку: изнаночная, 4 лицевые, изнаночная. Затем 5-6 ряд вяжу без изменений, накиды провязываю как предыдущий раз, и делаю прибавки. Напомню, в 7 ряду, вот в 4 я сделала, далее в 7 ряду 2 ряда без изменений, и в 10 ряду и 3 ряда без изменений. Я провязала 12 рядов ластовицы, и теперь у меня начался 13 ряд. Вот маркер начала ряда. Я не довязываю 4 петли до маркера середины переда и переснимаю 8 петель ластовицы на дополнительную ниточку при помощи иглы. Вот, 1, 2, 3, 4. Маркер можно убрать. 5, 6,
7, 8. Протягиваю ниточку, обрезаю и завязываю узелочек. Можно снять эти петли на булавочку. Теперь беру ниточку от другого клубка и вяжу петли этой штанины до маркера середины спинки. Оставляю хвостик подлиннее, чтобы потом можно было закрыть петля в петлю петли ластовицы. Вот так просто присоединяюсь и вяжу, соблюдая рисунок. 4 лицевые, 1 изнаночная. 4 лицевые, 1 изнаночная. Не довязала я 4 петли до маркера центра спины. Переснимаю их на дополнительную нить. Это петли ластовицы, вторая половинка петель ластовицы. Маркер можно убрать. И следующие 4 петли тоже снимаю на эту же ниточку. И необходимо завязать узелок. Расскажу вам свои расчеты для вязания штанины. Для того, чтобы связать штанину, мне понадобились мерки. Обхват ноги в верхней части составляет 24 сантиметра. Обхват щиколотки составляет 38 сантиметров. Длина штанины по внутренней части 16 сантиметров. Я перевожу сантиметры в плотность. Получается, что ширина моей штанины составит 48 петель. 24 сантиметра умножить на 2 петли, это плотность, получается 48 петель. А у меня на данный момент 62 петли. Обхват штанины по щиколотке 18 сантиметров, умножить на 2 петли, это плотность, напомню, моего вязания. Получается, по щиколотке должно быть 36 петель. Щиколотка, это я буду вязать манжет на 36 петлях. Далее, длина штанины 16 сантиметров, но также я буду вязать манжет резинкой приблизительно 4 сантиметра. 16 минус 4 – 12. Получается, что длина моей штанины составит 12 сантиметров. Я перевожу в ряды по плотности. 12 сантиметров умножить на 3,3 ряда. Получается, что моя плотность, длина моей штанины составит 40 рядов. А длина манжета 4 сантиметра умножить на 3,3 ряда, получается 13,2 ряда составляет манжет. Можно 13, можно и 14 рядов провязать. Что касается петель, у меня на данный момент 62 петли на каждую штанину приходится, а необходимо мне 46 петель. Отнимаю я от 62 46, получается, что мне нужно сократить 16 петель. Буду я сокращать через ряд. Вернее, не так. Буду я сокращать в каждом ряду по 2 петли. Получается, что мне надо 16 разделить на 2. Получается, что 8 убавок по 2 петли в ряду. Первые убавки я буду делать очень часто через один ряд. В первом ряду вот я объединила штанину. Далее во втором ряду я буду делать убавку. Далее в четвертом ряду убавку. В шестом ряду убавку. И в восьмом ряду также я сделаю убавку. Остальные, это всего 4 убавки. Остальные 4 убавки я должна сделать за оставшиеся 32 ряда. Вот 40 рядов моя штанина, минус 8 рядов с убавками, остается 32 ряда. 32 ряда делю на 4 оставшиеся убавки. Получается, что мне нужно сделать в каждом 8 ряду убавку. Но если я сделаю вот в каждом 8 ряду убавку, то получится, что у меня последняя убавка придется как раз ровно перед манжетом. А перед манжетом мне нужно будет сократить 10 петель, так как мой манжет составит 36 петель. Поэтому я распределила убавки следующим образом. Первую убавку я сделаю вот сначала в 8 ряду убавку, а затем в 12 ряду убавку, то есть через 4 ряда, а далее уже через 8 в 20, 28 и в 36 ряду. Затем провяжу 3 ряда без убавок, это уже 39 рядов, а в 40 ряду уже равномерно убавлю 10 петель. Останется у меня 36 петель для манжета, и дальше я уже буду на 36 петлях вязать
свой манжет. Петли ластовицы я сняла на дополнительную нить. Теперь они в вязании не участвуют, вяжутся отдельно две штанины, правая и левая. Их можно вязать отдельно, каждую на паре спиц, либо, как я буду вязать обе штанины одновременно на одной паре круговых спиц методом Magic Loop. Здесь главное, чтобы рабочая нить от каждой штанины не запутались между собой и вот здесь вот в промежутке на леске, поэтому вот я закончила вязать эту штанину и отвожу рабочую нить поверх вязания, располагаю. Беру рабочую нить от второй штанины, она также должна быть поверх вязания, видите? Так, и теперь вяжу, соблюдая рисунок, раппорт узора. Здесь у меня лицевая петля, и первую петлю необходимо плотненько подтянуть, чтобы здесь не было некрасивого места соединения, да, штанинки. Вот провязываю лицевая, лицевая. Дальше у меня идет изнаночная. Итак, вяжу эту штанину до ластовицы по переду. Вот это перед, планочка. Вот вяжу сюда. Довязала я до конца этой штанины. Теперь у меня начало ряда будет вот у конца вот этой ластовицы. Вот начало ряда будет вот здесь. Можно повесить здесь маркер, только уже на полотно, чтобы знать, что с этой стороны начало ряда. Первый ряд, так, счетчик рядов опять же я обнуляю. Теперь у меня уже идет первый ряд штанины. И я его провязываю просто, чтобы замкнуть штанины в круг. Вот это уже провязано в круг, а это еще нет. Вот провязываю без изменений, просто замкнув в круг. А так же, как и на предыдущей штанине. Хорошенечко подтягиваем. Здесь еще у нас, вернее у меня неприсоединенная, вот незакрепленная ниточка, в которую я буду зашивать. Хорошенечко все подтягиваю и провязываю соблюдая раппорт узора. В этом ряду у меня все лицевые петли. Так вот. Да, вот все лицевые петли. И таким образом я вяжу. Ниточки же, видите, это поверх работы и это поверх работы, чтобы нигде ничего у меня не запуталось. Итак, вяжу первый ряд. Эту штанину до ластовицы по спинке, а далее эту штанину до ластовицы по переду. Первый ряд я провязала, теперь второй ряд. Во втором ряду я буду делать убавки в начале и в конце ряда каждой штанины. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Убавки, самое главное, нужно понять, чтобы они смотрели внутрь, ну, штанины получается, да? Так, обязательно смотрим за этой рабочей ниточкой, располагаем ее поверх вязания, берем ниточку от второй штанинки, первую петлю провяжу лицевой, и теперь мне нужно провязать 2 петли лицевой с наклоном вправо, чтобы она смотрела вот вовнутрь моего вязания, не наружу, а вовнутрь. Вот подхватываю за передние стеночки и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И все, далее вяжу по раппорту узора. Изнаночные вот эти петельки провязываю изнаночными, 4 лицевые, 1 изнаночная. И так провяжу, не довязывая до конца штанины 3 петли. Вот осталось у меня 3 петли до конца ряда этой штанины. И здесь у меня идет изнаночная и 2 лицевые. Я провяжу для соблюдения рисунка 2 вместе изнаночной. Первую изнаночную я сниму. Дальше у меня лицевая, я ее вот так разверну. Эту петлю возвращаю, также разворачиваю и провязываю изнаночной, подхватывая за задние стенки. Вот таким образом. И последняя петля лицевая. Оставляю нить поверх работы.
беру нить от второй штанины. Здесь также необходимо во втором ряду, это я второй ряд вяжу штанины, сделать убавку. Первую петлю провязываю лицевой. Здесь мне нужно сделать убавку с наклоном вправо, вовнутрь. Поэтому мне нужно провязать изнаночную. Подхватываю просто за передние стеночки 2 петли и провязываю их 2 вместе изнаночной. И теперь вяжу по рисунку 4 лицевые и 1 изнаночная, не довязывая 3 петли до конца ряда этой штанины. Вот осталось у меня 3 петли. Здесь нужно провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, влево, чтобы вовнутрь смотрела. Разворачиваю обе петельки левыми стенками к себе и за заднюю стеночку подхватывая, провязываю лицевой. Последнюю петлю также провязываю лицевой. Так, это был второй ряд штанины, и я здесь выполнила убавки. Третий ряд вяжется без изменений. В четвертом ряду тоже делаются убавки вовнутрь штанин, да, вовнутрь изделия. В пятый ряд без изменений. В шестом ряду тоже по 2 убавки в каждой штанине. Седьмой ряд без изменений. И в восьмом ряду также по 2 убавки в каждой штанине. Провязала я 8 рядов. Сейчас вот 8 ряд я закончила вязать и сделала здесь убавки. Вот так это выглядит. Видите, направление убавок вот сюда вовнутрь вязания. И 2 петли, которые я вяжу лицевыми, идут вот таким образом, располагаются. Теперь после 8 ряда я провяжу еще 3 ряда, 9, 10, 11, просто по прямой, а в 12 ряду сделаю убавку. И дальше буду выполнять убавки менее интенсивно. В 20 ряду убавка, в 28 ряду убавка, в 36 ряду убавка. И последние 3 ряда, 37, 38, 39, провяжу без убавок. Я провязала 39 рядов штанины, и теперь в 40 ряду буду делать равномерно 10 убавок. То есть у меня сейчас 46 петель, мне нужно получить 36 петель. И одновременно я буду переходить на спицы номер 4 и вязать манжет резиночкой 1 на 1. Значит, как я буду сокращать петли? Я хочу так, чтобы у меня изнаночные петли моей резинки 1 на 1 манжета, да, приходились на изнаночные петли вот этого вот рисунка. Но у меня всего их 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поэтому одну петлю я вот здесь вот где-то добавлю. Итак, беру спицу номер 4 и вяжу следующим образом. 1 лицевая. Я уже попробовала, и мне понравилось, когда вот так это выглядит. Разворачиваю петли вот таким вот образом и провязываю изнаночной за заднюю стеночку. Вот так. Не очень удобно, но мне так понравилось. Далее вяжу лицевая, изнаночная, лицевая. И вот у меня снова моя изнаночная петля. И я провязываю 2 вместе изнаночной вместе со следующей петлей. Вот так. Снова лицевая, изнаночная, лицевая и опять же провязываю изнаночной. Вот, и так убавлю еще вот 2 раза и развернусь на эту сторону. И здесь также убавлю, провяжу по 2 вместе изнаночную петлю и вот эту следующую за ней. Вот в конце ряда провязываю 2 вместе изнаночной по моей
изнаночной петле. И осталось у меня 3 петли. Одну провязываю лицевой. И вот эти 2 петли провязываю изнаночной. Все, сократила я петли. И на второй ножке поступаю точно так же. Единственный момент, то у меня здесь повторяется так же, как в начале этой ножки, повторяется так же, как в конце этой. То есть я сразу же провяжу вот одну лицевую, затем 2 вместе изнаночной. Вот так. И дальше у меня лицевая. И сразу же 2 вместе изнаночной, так как у меня идет по рисунку здесь изнаночная петля. Ой, я неправильно развернула. Вот так вот. Вот так, за заднюю стеночку. И снова лицевая, изнаночная, лицевая. И здесь вот у меня 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Разворачивайте петли как вам удобно. Я просто тут пробовала, распускала, поэтому у меня петли лежат немножко по-другому. Вот за заднюю стеночку, развернутые, чтобы были петли, и за заднюю стеночку подхватываю и провязываю изнаночной. И так далее. Спицы номер 4,5 теперь нам не понадобится. И вяжу дальше манжет резиночкой 1 на 1, 13 рядов. Манжет довязан. Провязала я в высоту манжета 14 рядов. И теперь буду закрывать петли. Закрывать я буду эластичным методом с накидом. Первую петлю провязываю лицевой. Дальше у меня идет изнаночная петля. Делаю накид от себя, провязываю изнаночную петлю и протягиваю ее через накид. Так, протягиваю через накид и через лицевую петлю. Так, первая петля закрыта. Дальше идет лицевая петля. Делаю накид на себя, провязываю петлю лицевой и тоже протягиваю ее через накид и через изнаночную петлю. И так чередую. Накид от себя, изнаночная, и протягиваю через накид и через изнаночную петлю. Накид на себя, лицевая, и протягиваю через накид и через изнаночную петлю. Вот такой край эластичный получается. Все, ниточку можно обрезать и закрепить, хвостики спрятать. И второй закрывается аналогично. Приступаю к вязанию рукавов. Я перенесла петли рукава с дополнительной нити на спицы номер 4,5. Разделила пополам. У меня 44 петли, по 22 на каждую спицу. Вот таким образом я сформировала петлю Magic Loop. Я буду вязать одновременно 2 рукава на одной паре спиц. Итак, я набрала петли, а теперь мне нужно набрать петли в местах подрезов. Да, это рукав получается левый. Вот у меня перед капюшона, и вот этот рукав я перенесла на дополнительные, с дополнительной нити на спицы. И теперь мне нужно набрать петли в местах подреза. Я набирала 5 петель для подреза, но здесь, видите, такая вот широкая перемычка. Поэтому сейчас я наберу такое количество петель, какое у меня получится. Главное, чтобы не было здесь некрасивых протяжек или отверстий. Беру крючок, беру ниточку рабочую, оставляю хвостик для закрепления побольше и буду набирать так, чтобы получилось у меня аккуратно. Я набрала 7 петель на крючок сначала и переодела на эту спицу.
Теперь я вытащу вот эту спицу и половину петель, но так как у меня 7, то у меня ровно не делится. Я перенесу сюда 3 петли. Раз, два, три. И вот так верну вязание. И на спицу, которая ближе ко мне, буду переносить петли второго рукава. Но для начала нужно эти петли перенести на спицы. Я перенесла на спицы номер 4. Можно на спицы номер 4,5, можно на любые спицы. Просто у меня нет вторых спиц 4,5. И нужно набрать петли подреза, а потом только мы перенесем на, вернее, я перенесу на вот эту пару спиц. Беру вторую рабочую ниточку, то есть я буду вязать от 2 клубков. Вот, оставляю хвостик также небольшой. И точно так же в месте подреза буду присоединяться туда, где мне удобно, чтобы не было отверстий больших. И, конечно, хорошо, если получится такое же количество петель, как и в предыдущем подрезе, то есть 7 петель. Вот я набрала 7 петель на крючок. Я подхватывала не сами кромочные, а именно уже привязывалась в полотно. Так, теперь я перенесу сначала на эту спицу. Три, 4, 5, 6, 7. А затем 3 петли на эту верну. Раз, два, три. Так, все, петли у меня набраны. И теперь я возьму рабочую свою спицу номер 4,5. Вот так это выглядит. Ближняя ко мне спица. И перенесу также с ближней ко мне спицы петли. Напомню, здесь должно быть 4 петли подреза и 22 петли рукава. Так, перенесла я петли, теперь разворачиваюсь, подтаскиваю эту спицу, формирую петлю и переношу оставшиеся 22 петли рукава и 3 петли подреза на спицу номер 4,5. И мое вязание теперь выглядит следующим образом. Вот спинка, вот мои петли рукавов. Вот здесь вот будет начало ряда. Я повешу маркер. Так, установила установила маркер начала ряда и теперь вяжу первый ряд. Первый ряд, это будет такой установочный ряд, потому что здесь нужно будет кое-что сделать. Смотрите, во-первых, я сначала переснимаю 4 петли подреза просто не провязывая, потому что рабочая нить у меня вот как раз на 4 петле подреза и находится. И теперь вяжу по рисунку, соблюдая раппорт узора. Здесь у меня должны быть вот эта петля изнаночная, потом перед ней 4 лицевые, значит эта петля изнаночная. Вот я вяжу ее изнаночной. Далее 4 лицевые. Изнаночная. И так буду вязать до конца этого рукава. Давайте провяжем. Так, вот я довязала 22 петли рукава. И теперь разворачиваю свое вязание вот таким образом. И вяжу вторую половинку этого рукава. По кругу перемещаю спицы. И вяжу 22 петли рукава. Так, 22 петли я провязала рукава.
И теперь мне нужно вот 3 петли подреза, я до них дошла. Мне нужно вот эту вот петлю подреза убрать, потому что у меня должно быть 5 петель, а не 7. Это петля лишняя. Значит, я провяжу 2 вместе лицевой. Вот так разверну петли и за передние стенки провяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, это широкая петля, потому что здесь хвостик, да, от рабочей ниточки. Вот так вот. И последнюю петлю провяжу просто лицевой, только вот такой вот скрещенный, чтобы немножко ее уменьшить. Так, первый рукав провязан. Теперь приступаю к вязанию второго рукава. Вот так проталкиваю спицу. А рабочую нить от этого рукава необходимо поместить поверх вязания, чтобы не запутались нити. Беру рабочую нить от этого рукава. Здесь, смотрите, нужно точно так же поступить, как и с предыдущим рукавом. Переснимаем 4 петли, которые я набирала для подреза. И здесь нужно связать по рисунку петли. Как раппорт узора ложится, так мы и вяжем. Двадцать 22 петли я провязала, разворачиваю вязание. Снова перемещаю спицы. Так, подхватываю рабочую ниточку и вяжу 22 петли рукава. Соблюдая рисунок. И считаю петли. Раз, два, 22 петли. 22 петли провязала, теперь у меня осталось вот тоже 3 петли подреза. Первые 2 петли, так же как и в предыдущем рукаве, я вот так разворачиваю правой стенкой к себе вперед. Так, подтяну я вот этот вот хвостик. И за переднюю стенку провязываю лицевой с наклоном вправо. Так, а вторую петлю провяжу лицевой скрещенной. И вот я дошла до маркера начала ряда. И теперь буду вязать второй ряд. Во втором ряду нужно будет убавить одну петлю из этих 4 петель подреза, чтобы у меня было 5 петель подреза, как мне нужно. Значит, беру эту рабочую нить, вернее, вот она, оставляю поверх вязания, подхватываю рабочую нить от этого рукава и вяжу здесь вот лицевую скрещенную, раз, вторую лицевую скрещенную, 2, а эти 2 нужно провязать лицевой, 2 вместе за заднюю стеночку. Все, 3 петли. Теперь у меня уже второй ряд начался, и здесь я уже соблюдаю раппорт узора. Вот у меня пошло лицевая, а в этом ряду получается, что все петельки лицевые я вяжу. Так, и так вяжу все петли лицевые, вот пока не приду к концу этого рукава. Так, этот рукав довязала, оставляю ниточку и вяжу второй рукав. Здесь также нужно будет сократить одну петлю из петель подреза. Точно так же провязываю в этом ряду скрещенные петли. Раз, два. А третью, четвертую провязываю 2 вместе за заднюю стеночку лицевой. И вяжу все петли лицевые. Полностью весь рукав по кругу до маркера начала ряда. Вот я довязала второй рукав. Теперь такой момент. Петли подреза я не включаю в рисунок, я просто вяжу их лицевыми. Их там немного, и тем более я их буду быстренько сокращать. Сокращать я буду следующим образом. Вот я провязала второй ряд, в котором убавила 2 лишние петли, да, которые получились у меня в подрезе. Теперь у меня 44 петли рукава и 5 петель подреза, 49 петель. Сейчас я провяжу 2 ряда без изменений. Единственное, что, конечно, нужно соблюдать раппорт узора.
Это будет 4 ряда, а в пятом ряду я буду делать убавочку. Итак, вяжу 2 ряда без изменений. Так, провязала я 4 ряда. Теперь вяжу 5 ряд, и здесь я буду делать убавки. Убавки я буду делать с внутренней стороны рукава, там где у меня подмышка, там где подрез. Значит, так как у меня вот 5 петель на подрез, центральную петлю я буду оставлять, а справа и слева от нее делать убавочки. Вот провязываю первую петлю лицевой, дальше 2 петли нужно провязать вместе лицевой за передние стеночки, внутрь, с наклоном вовнутрь рукава, ну то есть к центральной петле, с наклоном вправо. Дальше вяжу петли по раппорту узора, не довязывая 2 петли до конца ряда. Остались у меня 2 петли, и их нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево к центральной петле. Разворачиваю петли левой стенкой к себе и за заднюю стеночку провязываю лицевой с наклоном влево. На втором рукаве сделать аналогичные убавки. Для того, чтобы рассчитать вязание рукава, мне понадобились следующие мерки. Обхват руки в верхней части составляет 21 см, обхват запястья составляет 16 см, длина рукава 14,5 см. Обхват руки в верхней части 21 см. Перевожу в петли. Для этого я умножаю на 2 петли, это плотность моего вязания. Получается, что мне нужно, чтобы рукав в моей верхней части составлял 42 петли. У меня на данный момент рукав 44 петли и плюс 7 петель у меня получился вместе подреза я набрала. Итого 51 петля. Манжет мой составляет 32 петли. 16 умножить на 2, это моя плотность вязания, получается 32 петли. А так как у меня 2 лишние петли в подрезе, да, подрез у меня из 5 петель, но получилось так, что я набрала 7 петель, то 2 крайние петли справа и слева я сразу же уберу в первом же или втором ряду вязания. И получится, что у меня рукав составит 44 плюс 5, 49 петель. Манжет мой составляет 32 петли, поэтому я от 49 отнимаю петли манжета 32, получается 17 петель. 17 петель мне нужно убавить при вязании рукава. Я буду убавлять по 2 петли в одном ряду. То есть мне надо 17 петель разделить на 2. 17 не делится, а вот 16 прекрасно делится на 2. Получается, что я должна выполнить 8 убавок. Также мне необходимо рассчитать длину моего рукава, так как у меня известно, что длина рукава 14,5 сантиметров, но 4,5 я отдам на манжет. Это получается, что мой рукав составит всего лишь 10 сантиметров. Умножаю на плотность вязания в рядах. Выходит, что у меня рукав составит 33 ряда. И за эти 33 ряда мне нужно выполнить 8 убавок. Я распределила следующим образом. То есть для начала я уберу, первый ряд это будет объединительный, во втором ряду я уберу сразу же 2 петли подреза. Затем в каждом пятом я буду выполнять 6 раз убавки. И перед манжетом я убавлю сразу же 5 петель. Да, здесь у меня вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 рядов. И здесь останется у меня 3 ряда. Вот 2 ряда я провяжу, а в третьем ряду убавлю равномерно 5 петель и буду уже вязать манжет на 36 петлях. Я провязала рукав 33 ряда. Вот по внутренней стороне рукава это приблизительно 10-10,5 сантиметров. И теперь я приступаю к вывязыванию манжета. Да, я провязала 33 ряда, в 33-м убавки не делала, решила выполнить их в первом ряду манжета. Беру спицы номер 4. Вот манжет я буду вязать на спицах номер 4, резинкой 1 на 1, так же как и на штанинках. Значит, здесь мне нужно сократить 5 петель. У меня 37, нужно оставить 32.
Также я буду ориентироваться на вот эти вот изнаночные полосочки. Только здесь у меня их 7, по-моему. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. А мне нужно сократить 5. Поэтому я сокращу 2 с этой стороны и 3 с этой стороны петельки. Просто мне так будет удобнее. Распределяйте, как вам удобно. Так, первая петля лицевая, вторая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И теперь мне нужно провязать 2 петли вместе изнаночной, вот эту первую лицевую и вторую изнаночную. Я разверну вот так вот изнаночную петлю, лицевую верну так же, как она и располагалась, и провяжу 2 вместе изнаночной. Так, вот что у меня получилось. Дальше вяжу снова лицевая, изнаночная, лицевая. И тут нужно тоже 2 вместе провязать изнаночной. Так, разворачиваю петли, чтобы мне было удобно, и провязываю 2 вместе изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая. Давайте здесь тоже сократим, чтобы было красиво. Разворачиваю петли и вяжу изнаночные 2 вместе. Изнаночная. Это уже 3 петли я сократила. Лицевая. Так, здесь у меня изнаночная, лицевая, и снова мне нужно изнаночную. Так, разворачиваю петельки, провязываю 2 вместе изнаночной. Это уже 4 петли я сократила. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая и 5 петля. Изнаночная. Ну а дальше будем уже по рисунку вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, здесь лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот, вы можете делать сокращения, как вам больше нравится. Вот на втором рукаве я поступлю точно так же. И затем провяжу, вот это был первый ряд, и еще 14 рядов резиночки 1 на 1. На втором манжете здесь немножко по-другому расположены петли. Смотрите, значит, я провязала лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И дальше у меня идет вот эта вот моя изнаночная петля в основном узоре. Поэтому я провяжу 2 вместе изнаночной только со следующей петлей. Вот так тоже разворачиваю их вот таким образом. И провязываю изнаночной, подхватывая за задние полупетли. Вот таким вот образом. Вернее, за задние стенки петли. Вот так. Теперь снова вяжу лицевая, изнаночная, лицевая. И вот у меня изнаночная. Нужно со следующей петлей провязать вместе изнаночной. Разворачиваю петли левыми стенками к себе. И за заднюю стеночку подхватываю, провязываю изнаночной. И так далее. Ой. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Раз, два. Развернула и провязала за заднюю стеночку. Вот 3 убавки с этой стороны и 2 по этой стороне. 14 рядов манжета я провязала резиночкой 1 на 1. И теперь буду закрывать петли так же, как и закрывала на манжете ножки. С накидом эластичным способом. Первая петля по рисунку вяжу, лицевая, вяжу лицевой. Дальше у меня изнаночная. Делаю накид от себя, провязываю изнаночную и протягиваю через накид. Так, через накид и через лицевую петлю. Так, делаю накид на себя, провязываю следующую петлю по рисунку лицевой и также протягиваю через накид и через лицевую петлю.
И так до конца ряда. Ластовицу можно сшить петля в петлю. Сшиваю я следующим образом. Вот у меня на данный момент ниточка в нижнюю петлю подсоединена. Значит, здесь я прошиваю снаружи вовнутрь эту петлю и следующую петлю изнутри наружу. Вывожу нить. Вот таким образом. Эту ниточку, петельку сбрасываю. Так, и здесь также снаружи завожу иглу в петлю вовнутрь и следующую изнутри наружу вывожу. Вот так. Все, и так далее. Эту петелечку теперь сбрасываю. Также изнутри наружу вернее, снаружи вовнутрь и изнутри наружу. Вот так. Так, сбрасываем эту петлю. Вот она. Вот она. Захватываю ее вот снаружи вовнутрь и следующую изнутри наружу. И снова снаружи вовнутрь, изнутри наружу. Так. Здесь снаружи, вовнутрь, изнутри, наружу вывожу. Так, здесь петелька, где моя? Вот она. Вот она, предыдущая петелька. Снаружи вовнутрь и изнутри наружу. Вот, и осталось мне также изнутри наружу. И здесь я присоединю вот к следующей петле, которая уже вот к полотну относится. Вот так. И здесь вот так же сделаю изнутри наружу, изнаружи вовнутрь и изнутри наружу. Вот так. Здесь я лишнее вот так. Все, вот такой шов получился. Так, в принципе, что здесь у меня все красивенько. Вот здесь нужно ниточку закрепить и спрятать хвостики. Ну что ж, друзья, вот такой комбинезон у меня получился. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!